Всем хаюшки! Так как я на волне хайпа засел смотреть новый сериал под названием «Игра в кальмара», я также решил порадовать вас, моих подписчиков, своим новым артом на эту же тему и параллельно рассказать вам о том, сколько зарабатывала платформа Netflix по предварительным данным с этого сериала, почему автор сериала Хван Дон Хёк не получил ни копейки комиссии или бонусов, кроме изначально своего скромного гонорара от своего детища. Это при том, что сам Хван Дон Хёк трудился над кальмаром более 10 лет, и за время работы над сериалом и теми трудностями, которые пришлось ему пережить в процессе жизненных обстоятельств, он потерял 6 зубов. Представьте себе, неудивительно, что данная ситуация привела миллионы поклонников сериала по всему миру в ярость, и как это бывает в таких случаях, толпа массово требует бойкотировать Netflix и не продлевать подписку на эту платформу. Сперва поговорим о самом создателе сериала «Игры в кальмара» и том, как ведет себя Netflix в данное время. Возможно, вы не знали, но сценарист и режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк придумал основную идею еще более 10 лет назад, во время предыдущего финансового кризиса в 2008 году, который отразился и на жителях Южной Кореи. Но все это время он искал студию, которая согласилась бы на съемку его сериала. И только Netflix в 2018 году отреагировал на его сценарий в рамках стратегии компании по расширению производства собственных сериалов на иностранных языках. Причем сами права на экранизацию Netflix выкупил за сущие копейки. Но сами понимаете, Хван был рад хоть каким-то деньгам на тот момент. Ну и плюс никто не ждал, что сериал будет настолько популярен и будет бить все рейтинги по просмотрам в мире при столь скромном бюджете по затратам на съемки. Так что 2 сентября 2019 года Netflix объявил о начале разработки многосерийного проекта под рабочим названием Round 6. Сценаристом и продюсером шоу был объявлен Хван Дон Хёк. А через 2 года произошло то, чего уж точно никто не ждал. «Игра в кальмара» стала с какой-то невообразимой скоростью набирать популярность. Сериал менее чем за месяц стал самым популярным проектом Netflix, не на английском языке, а через некоторое время спустя это самый массовый нетфликсовский сериал всех времен. Более того, пусть и примерно, но мы можем говорить о том, какие деньги он принес платформе, а сумма эта очень весомая. А теперь внимание! Утечка данных показывает, что всего за 23 дня «Игру в кальмара» посмотрели 123 миллиона человек. Причем 66% из них просмотрели все серии от начала и до конца. При этом, по внутренней утечке из Netflix, кстати, сливший инфу сотрудник был уволен, оказалось, что на все производство кальмара, начиная от покупки и прав и заканчивая финишем производства, Netflix потратили чуть более 20 миллионов долларов, тогда как получить взамен ожидают почти 900 миллионов, а если точнее 891 миллион долларов. Это включает в себя разного рода мерч, доходы от рекламы и любые другие способы, которые Netflix может использовать для извлечения выгоды от игры в кальмара, не говоря уже о количестве новых подписчиков на платформу. Причем на прямой вопрос по поводу слитых цифр издания Variety представители компании ответить отказались, что скорее говорит об их правдивости, а с учетом непрекращающейся истерии вокруг «Игры в кальмара», думаю, что 900 миллионов запросто превратятся и в 1 миллиард. Многие аналитики, кстати, транслируют ту же мысль. А вот теперь, когда вы запомнили данную круглую цифру, давайте вернемся к человеку, который создал данный сериал. Многие поклонники его детища пришли в ступор, когда в недавнем интервью оказалось, что даже после такого невообразимого успеха Netflix совершенно никак не отблагодарил создателя сериала «Игры в кальмара», самого успешного на данный момент шоу за всю историю компании Netflix. В своем интервью The Guardian он сказал, что сериал и его успех не принес ему значимого богатства. «Netflix заплатил мне в соответствии с первоначальным контрактом», — сказал он. «Это при кассовых сборах, которые уже подбираются к $1 миллиард, с учетом менее чем 22 миллионов, потраченных на съемки. Это безусловный рекорд. Особенно с учетом того, что история, созданная как фильм, пролежала в архивах компании несколько лет, пока кризис и коронавирус не сделали ее очевидно актуальной.
Ироничным звучит и приведенное сравнение с 4,6 миллиардами корейских вон, эквивалентных 36 миллионов долларов призовых из фильма. «Я не так богат», — сказал режиссер. «Впрочем, на еду хватает. Мне заплатили все по контракту. Какие могут быть претензии?» — скромно говорит он. Феноменально, согласитесь, особенно учитывая все те трудности, которые пришлось пройти создателю игры в кальмара. А по его словам, цитируем, «Мне было очень тяжело в финансовом плане, потому что моя мама уволилась из компании, в которой работала. Был фильм, над которым я работал, но у нас не было денег, так что я не мог работать около года. Нам пришлось брать кредиты моей маме, мне и бабушке». Также Хван добавил, что во время работы над сценарием игры в кальмара он даже продал свой ноутбук. Настолько мало тогда у него было средств на жизнь. Возможно, из-за этого история приобрела такую пронзительность в части описания жизненных проблем каждого из участников, из-за которых они были готовы идти на смертельные риски ради победы в состязаниях и денежного приза. Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным и кассовым в истории Netflix. В нем рассказывается о группе людей, участвующих в смертельных соревнованиях в борьбе за главный приз, который позволит победителю погасить все долги и начать новую жизнь. Корейская драма стала неожиданной сенсацией во всем мире и стоило ее создателю, по его признанию, 6 зубов из-за стресса. Будем надеяться, что ожидаемый второй сезон сериала решит все финансовые проблемы автора сценария. Неудивительно, что подобная ситуация возмутила сейчас очень многих. Я уже упоминал в начале, что часть неравнодушных само собой призывает отменять подписку на Netflix. Ну а вы напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, кто прав в этой ситуации. Напишите о своих мыслях и эмоциях на данный счет. Ну и, конечно, вопрос о продолжении съемок сериала. Как же можно о нем не поговорить? Разумеется, Netflix ни в коем случае не захочет выпустить удачу из рук. Поэтому создатель сериала в своем очередном интервью сказал следующее. «Конечно, есть разговоры, — говорит Хван Дон Хёк, — это неизбежно, так как этот сериал принес успех. Я обдумываю предложения. У меня в голове много идей, но я не собираюсь сразу над ними работать. Есть фильм, который я действительно хотел бы снять. Я думаю, что сейчас сделать в первую очередь. Я собираюсь поговорить с Netflix, ну то есть конкретики нет, но планы и стремления однозначно есть». В том же интервью создатель игры в кальмара даже намекнул нам на возможные варианты продолжения. Цитирует: «А потому я мог бы также углубиться в историю того рекрутера в костюме, который играет в игру Дахжи с Генкуном и дает ему карту в первом эпизоде. Вообще я еще не знаю, но просто говорю, что есть много возможностей для развития событий у второго сезона». Как сообщает Screen End, Хван Дон Хёк заявил, что в связи с ростом давления фанатов на продолжение, он может черпать предложения на развитие сюжетной линии из предложений фанатов. Повсюду есть люди, которые высказывают свое мнение о том, где должна развиваться шоу. Я действительно мог черпать идеи от своих фанатов со всего мира, чтобы создать следующий сезон. Я думаю, это то, с чем я сейчас борюсь, что я не должен рассматривать это как огромное давление. Я думаю о всей этой любви и поддержке, которую я получаю, как о большом ящике вдохновения, который я могу использовать для второго сезона, сказал Хван в интервью голливудскому репортеру. Одним словом, все только начинается, я же буду заканчивать этот выпуск. Надеюсь, вам понравилась моя краткая история о создании сериала и мой таймлапс с отрисовкой персонажа из сериала «Игры в кальмара». Пришло время вам высказаться в комментариях под этим видео, а также не забудьте поставить палец вверх и подпишитесь на мой канал. Спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца.